В этом видео я покажу, как добавлять новые осциллограммы в библиотеку сигналов. Для начала необходимо пройти несложную регистрацию. Заходим на главную страницу сайта, вверху выбираем профиль, регистрация, указываем имя, логин, почту, и пароль. Подтверждаю сохранение пароля в браузере. После этого мне не нужно будет вручную вводить пароль. Не обращайте внимания на это сообщение. На самом деле запрос отправился, о чем свидетельствует письмо, полученное на почту. После отправления запроса необходимо некоторое время для подтверждения нового пользователя. После получения данного письма я уже могу заходить в свой личный кабинет, либо по этой ссылке, либо через форму на сайте. Снова нажимаю «Профиль» и на этот раз уже выбираю пункт «Войти». Тут вместо почты нужно указать логин. Пароль заполняется автоматически. Нажимаю «Войти». Я зашел в свой личный кабинет. Теперь перехожу в раздел «Мой контент» и выбираю «Добавить». В качестве примера я буду использовать осциллограмму, которую получил в видеоуроке, в котором показывал, как диагностировать индивидуальные катушки зажигания. Приступаю к заполнению формы. Марка SEAT. И из моделей у нас в списке пока только одна, тоже Ibiza, но другого модельного года. Насколько я помню, та Ibiza была 2013 года. В этом случае я должен добавить новую модель. На самом деле добавлять новые пункты может только администратор библиотеки, но любой пользователь может отправить администратору рекомендацию на создание нового пункта. Для этого я выбираю в самом низу списка другое. И у меня появляется поле для ввода нового значения. Так и пишу Ibiza. А дальше я по-хорошему должен указать временной промежуток, в который выпускался данный автомобиль, как в уже существующей категории. Но если мне лень искать эту информацию, то как минимум необходимо указать год выпуска автомобиля. Естественно, что я создал новую модель, и ей еще не присвоены модели двигателей. Также выбираю другое значение и указываю вручную код двигателя. 16-клапанный, объем 1,4 литра. Указывать код двигателя – это обязательное условие. Без него осциллограммы не будут проходить модерацию. Следующим этапом я должен указать узел, к которому подключен мотор-тестер. Не систему, которую диагностирую, а именно указать подключение мотор-тестера. Например, я записываю осциллограмму датчиков положения коленвала и распредвала, а по ним я могу определить неисправность газораспределительного механизма. В этом случае указывать нужно именно датчики положения валов, так как к ним подключен мотор-тестер, а не систему газораспределения. Напомню, что я добавляю эталонный сигнал системы зажигания, снятый индуктивным датчиком. Поэтому логично выбираю систему управления двигателем, исполнительные устройства системы зажигания, индивидуальные катушки зажигания, вторичное напряжение, индуктивный датчик LX. Теперь я, пожалуй, открою эту осциллограмму и еще раз просмотрю. Уменьшаю масштаб. Начинается она с холостого хода, затем плавный набор оборотов, затем два резких. Все неисправности системы проявляются под максимальной нагрузкой, именно при резком наборе, поэтому я выделяю участок сигнала с холостым ходом и резким набором оборотов и сохраняю его в отдельный файл. Открываю. Сразу выполняю анализ, чтобы получить максимально информативные скриншоты.
На самом деле к этому файлу можно придраться, например, ко времени горения в первом и втором цилиндрах. И скорее всего это уже уставшие свечи. Но в данный момент моя цель показать вам сам процесс создания нового контента в библиотеку, поэтому я условно принимаю этот сигнал за эталон. Скрываю панель управления, чтобы развернуть сигнал и статистику на весь экран. Так как два режима работы, холостой ход и резкий газ, то для каждого из них я и делаю скриншот. Для этого нажимаю комбинацию клавиш Ctrl Print Screen. Перехожу в конец записи на повышенные обороты и снова нажимаю Ctrl Print Screen. Перехожу в папку со скриншотами и проверяю полученные изображения. И для удобства переношу их в одну папку с основными файлами. Возвращаюсь к заполняемой форме. Следующий пункт – режим работы. Из вариантов доступны холостой ход или резкий набор оборотов. В моем же случае есть и холостой ход, и резкий набор оборотов. Я должен максимально подробно описать полученный мною сигнал, поэтому я лучше добавлю новый режим. Холостой ход и резкий набор оборотов. В поле неисправность указываю эталон. Поле осциллограф нужно заполнять только если вы загружаете в базу осциллограмму, иначе оно не будет учитываться. А в подробностях так уж и быть укажу подозрение на свечи. Теперь загрузка скриншотов. Это тоже обязательная операция. То есть как минимум один скриншот нужно загрузить, иначе осциллограмма не будет даже проверяться. Нажимаю обзор и на рабочем столе нахожу папку с уже подготовленными картинками. Выбираю загрузить, добавить еще одну картинку, обзор, загрузить. Пока заполнял форму, вспомнил, что у меня есть еще фотография подключения, что также будет полезно другим пользователям. С помощью графического редактора я уменьшаю ее разрешение. Считаю, что максимальная ширина для таких картинок это 800, максимум 1024 пикселей. Поэтому сохраняю именно в таком формате. В папку, где у меня уже находятся все файлы. Перехожу обратно к заполнению формы и добавляю еще одно изображение. Готово. На данный момент можно добавлять до 5 изображений. Следующий шаг это добавление самой осциллограммы. В отличие от скриншотов, эта операция не обязательна, но если сохранился оригинал файла, всегда лучше его загружать. Сейчас можно загружать осциллограммы со всех осциллографов, программное обеспечение которых находится в открытом доступе. Это необходимо для администратора, чтобы проверить соответствие загружаемого файла. Открываю папку с файлом и архивирую его. Это делать обязательно, иначе файл не загрузится. Точно так же нажимаю обзор, выбираю архив. В данном случае имена файлов и архивов абсолютно не принципиальны, можете называть их как угодно. Далее следует ссылка на оригинальный текст. Данное поле было актуально, когда я собирал осциллограммы по разным форумам, и чтобы в случае возникновения каких-то вопросов найти первоисточник. Поэтому, если вы нашли загружаемую осциллограмму в свободном доступе, то добавьте в это поле ссылку на публикацию, иначе просто оставьте это поле пустым.
Теперь нажимаю кнопку «Сохранить». Меня перенаправляет на страницу нового материала. В данный момент этот материал доступен для просмотра только автору и администратору. Видно, что немного некорректно отображается модель и двигатель из-за того, что мы создали новые пункты. После редактирования администратором автор получит уведомление, и осциллограмма появится в общем доступе. Теперь покажу пример добавления еще одного сигнала, который мне прислали на почту. Это целый архив сигналов. Судя по названию, автомобиль ВАЗ-21099 с 8-клапанным 1,5-литровым двигателем. Вот даже есть фотографии подтверждения неисправности. Принцип работы библиотеки такой, что для каждой осциллограммы необходимо создавать отдельный материал, даже если все измерения подтверждают одну и ту же неисправность. Поэтому давайте разберемся непосредственно с сигналами. Начну с сигнала по названию, похожего на эффективность работы цилиндров. Да, видно, что это сигнал датчика положения коленвала и сигнал синхронизации. Перехожу на вкладку теста и выполняю анализ. По графикам явно видно выпадение третьего цилиндра. Сразу делаю скриншот, копирую файл из архива в мою промежуточную папку. Удаляю предыдущие результаты, архивирую осциллограмму. Открываю форму добавления новых осциллограмм. Марка ВАЗ 2109, 1,5 литра, 8-клапанный. Дальше опять руководствуюсь правилом, что я должен указать точку подключения осциллографа. Система управления двигателем, датчики положения валов, ведь основной сигнал от ДПКВ. Теперь появляется список возможных узлов, к которым можно подключиться. Тут я выбираю тест CSS, эффективность работы цилиндра, параметр ДПКВ и синхронизация. Режим работы холостой ход. Плавный и резкий набор оборотов. В неисправностях выбираю неисправность системы газораспределения. И дополнительно указываю в подробностях, что прогорел выпускной клапан в третьем цилиндре. Осциллограф MT-Pro. Теперь переходим к выбору изображений. Так, я забыл скопировать фотографии клапана из архива. И забыл перенести скриншот. Сначала добавляю скриншот. Потом фотографии. И загружаю архив с осциллограммой. Нажимаю «Сохранить». Еще один сигнал ушел на проверку.
И еще смотрю, какие сигналы у нас есть. Прокрут чистый. Я так понимаю, что это стартерная прокрутка. Да, действительно, это сигнал от датчика разряжения, подключенного ко впускному коллектору. Режим записи на стартерной прокрутке. В MT-Pro для этого сигнала нет инструментов автоматического анализа, поэтому просто сделаю скриншот. Увеличу амплитуду метки первого цилиндра. Хоть для сигнала от датчика разряжения амплитудные сигналы и не важны, но я считаю, что на всех сигналах необходимо включить как минимум отображение амплитудных значений по оси. Панель управления в данном случае никакой информации не несет, поэтому я ее скрываю, чтобы сигнал занял максимальную область на экране. И делаю скриншот в масштабе, когда видно несколько периодов. И еще один скриншот одного рабочего цикла. Перехожу в мою папку. Удаляю старые сигналы. Копирую осциллограмму. Архивирую ее. Копирую скриншоты. И перехожу к заполнению формы. Автомобиль тот же самый. Дальше опять руководствуюсь правилом, что мотор-тестер подключен к датчику разряжения. Поэтому выбираю систему управления двигателем, внешние датчики давления, датчик разряжения. Пока доступных пунктов нет, поэтому я создаю его самостоятельно. Пишу давление во впускном коллекторе. Режимов работы тоже нет. Добавляю стартерную прокрутку. В неисправности тоже добавляю пункт «Прогорел выпускной клапан». А в подробностях указываю в третьем цилиндре. Указываю мотор-тестер, добавляю изображение. Добавляю осциллограмму. И нажимаю «Сохранить». Теперь еще один сигнал ушел на проверку. Давайте еще посмотрим на остальные файлы. DR плюс DR Картер. Похоже, что данная осциллограмма записана двумя датчиками разряжения, один из которых подключен ко впускному коллектору, второй к системе вентиляции Картера. Подключу отображение первого канала. Незначительные отличия в пульсациях заметны, но не вижу смысла добавлять этот сигнал как образцовый, по которому можно выявить текущую неисправность. И еще один сигнал. Те же самые датчики, только уже с сигналом датчика коленвала и на холостом ходу. Коленвал сразу отключаю. Пульсации в картере тоже равномерные, поэтому не вижу в них никакой пользы. Но по датчику разряжения возможно как-то и получится вычислить данную неисправность, поэтому на всякий случай я добавлю этот сигнал. Но детально показывать уже не буду. Все аналогично предыдущему сигналу, отличие только в режиме работы. Вместо стартерной прокрутки будет холостой ход. Добавленные сигналы прошли модерацию.
Теперь в разделе «Мой контент» их можно просмотреть уже с исправлениями. Можно полистать картинки. В описании автомобиля по всем правилам отображается модель, кузов, год выпуска. Кроме того, теперь уже будут доступны пункты, которые я прописывал вручную, и для их выбора нужно будет только кликнуть мышкой. Давайте теперь попробую найти свои сигналы в библиотеке. Кстати, вот он сразу сверху. Применю фильтры. Все работает. Ну и в завершение хочу сказать, что сейчас в библиотеке еще очень мало сигналов, моделей автомобилей различных категорий, и очень много информации придется добавлять вручную. Но с каждым новым сигналом библиотека будет расширяться, и эту операцию будет выполнять все легче и легче, просто выбирая кликами необходимые пункты. Поэтому не бойтесь допускать ошибки при создании новых материалов, на начальном этапе это неизбежно. Все они будут исправляться модератором. А мне, как автору библиотеки, необходимо получить обратную связь от пользователей, чтобы понять, как этот инструмент сделать еще проще, удобнее и совершеннее. Спасибо за внимание, продолжение обязательно будет, поэтому подписывайтесь на канал.